Замечательный жизненный путь прошел величайший повар 20 века, самый лучший повар Франции Поль Бокюс. Мне повезло познакомиться с этим великим человеком. Я бывал у него в ресторане. Более того, он преподнес мне урок отношения к своему делу. Сегодня в память этого великого француза я хочу приготовить плов. Но это будет плов в стиле Поля Бокюса. В его ресторане все начиналось с выбора продуктов. Пусть это были обычные продукты, всем хорошо знакомые, но самые качественные. Вот морковь. Думаете, я ее сейчас буду нарезать? Нет. Я ее разрежу напополам. Морковь я перекладываю в ковшик. Надо уложить ее так, чтобы она легла одним слоем и как можно плотнее. И теперь эту морковь надо залить хорошим растительным маслом. Масло ушло 150 мл. Ставим на плиту и включаем нагрев. Мы буквально должны сварить морковь в этом масле. Этот процесс займет примерно минут 15-20, а мы пока можем заняться курицей. Нам предстоит не самое простое дело – снять с курицы шкуру. Посмотрите, со стороны шеи это начинать удобнее всего. Можно просто где-то пройти пальцами. Там, где пальцы не пройдут, берем нож аккуратненько. И со стороны спины. В ряде случаев иногда удобнее воспользоваться ножницами. О, морковка запахла. Надо перевернуть. Шкура снята до пояса. Теперь начинаем с нижней стороны. Оттягиваем край, берем нож и стараемся пройти между шкурой и мясом. Да? То постарайтесь, конечно, не проткнуть шкуру. Теперь посмотрите, ножка. Вот бедро, а вот ножка. Сустав где-то здесь, да? Ну и прекрасно. Берем ножницы и прямо через сустав разрезаем. Вот эта ножка пускай остается на месте, прямо на шкуре. Со временем натренируетесь, и будет у вас получаться куриная шкура отдельно, а тушка отдельно. По запаху чувствую, морковь уже готова. Теперь надо пожарить лук. Это масло уже пахнет морковью. Оно ароматизировано морковью, поэтому я использую то же самое масло, но лук мне будет жарить удобнее на сковороде. Поэтому аккуратненько переливаем, ставим обратно на плиту и, пожалуйста, жарим лук. И теперь снимаем грудку отдельно, мясо с бедрышек отдельно. Оставшийся корпус на бульон. Белое мясо с грудки курицы очень нежное. Его важно не пережарить. Лучше бы вообще пожарить отдельно. Сначала белое мясо, а потом красное. Лук прижарился, краснеть начал. Надо его немного посолить и присыпать куркумой. Половина чайной ложки хватит. Осторожно, чтобы лук не пригорел. Снять вовремя – большое дело. Снимаем сеточкой, чтобы все масло сцедилось. И теперь в этом же самом масле обжариваем курицу. Сначала грудку. У наших старых друзей и спонсоров есть замечательная приправа курицы. Если хотите, можете попытаться подобрать букет специй самостоятельно. Но я советую, попробуйте один раз из такого пакетика. Я уверен, что вам понравится. Слишком долго жарить куриную грудку нельзя. Высохнет, невкусная будет. Вот только-только зазолотилась и переворачивайте. Понимаете, я не случайно курицу порезал так мелко. Вот на поверхности, где она обжаривается, там и образуется этот замечательный вкус жареной курицы. А теперь обжариваем мякоть с бедрышек. Красное мясо. Вот его можно пожарить посильнее. До плотной, уверенной корочки. Если вы хотите выделить вкус какого-то продукта, то именно этот продукт и надо посолить. Вот мне нравится вкус красного мяса. И я солю его, чуть меньше, чем пол-столовой ложки соли. Не надо торопиться. Пусть курятина полежит одной стороной к низу подольше. Мясо готово. Подрумянилось как положено для хорошего плова. Но я не буду убирать его со сковороды. Пусть вот так прямо и стоит, потому что сейчас надо заняться самым важным продуктом для плова – рисом.
Вот посмотрите, я беру 400 грамм риса. Я считаю, что для сегодняшнего блюда это достаточно. Я солю его. Солю достаточно круто. И заливаю не кипятком. Нет. Водой примерно 80 градусов на этот раз. Беру ложку и перемешиваю, чтобы рис нигде не оставался вот такими комочками. Все эти комочки нужно разбить сразу же, размешать сразу же. И рис минут на 10, на 15 надо отставить в сторонку, пускай замачивается. А мы займемся морковью. Ну, на самом деле, не положим же мы в плов морковь вот такими кусками. Мы ее сейчас обрежем. И уже вот эту морковь мы будем нарезать аккуратными брусочками. Если бы порезали морковь заранее и обжарили ее, то она у нас вся была бы вот такого цвета. А сейчас у нас морковь полностью готова. Масло имеет вкус моркови, но сама морковь выглядит прекрасно. Понимаете, мы ведь готовим не просто так. Мы сегодня готовим так, как готовил бы Поль Бокюс. Теперь морковь кубиками. Ну и вот. А как здесь рис? Фокус. Получился белый, нормальный, матовый, непрозрачный рис. Но его, прежде чем варить, надо обязательно промыть. Было 400 граммов сухого риса, но даже за 15 минут замачивания он существенно увеличился в размерах, в объеме и в весе. Для его приготовления нам понадобится ровно 1 литр куриного бульона. А из остова, что остался после курицы, больше и не получится. В первые минуты, когда начинаете варить рис, очень важно помешивать его для того, чтобы он не оседал на дно. Рис может осесть на дно, прилипнуть ко дну и пригореть. Но посмотрите, здесь еще бульона изрядно осталось. Ничего страшного. Мы с вами сейчас готовим рис откидным методом. То есть просто берем и откидываем его на дуршлаг. Стекла вся вода с дуршлага. Не осталось в рисе лишней влаги. Вот и хорошо. Понимаете этот способ чем удобный? Этот способ удобный, когда не знаешь рис хорошо. И когда надо его сготовить филигранно. Но чтобы плов получился отличным. Такой царский плов, шах-плов. Нужны и специи царские. Шафран. Положу прямо пестиками. Не буду его молоть. Не буду делать из него настой. Экономить не буду. Щедро положу. Шафран только на рис. А вот зира только на морковь. Ничего так сковородочка получается, да? Осталась у нас куриная грудка и лук. Добавлю сюда изюм без косточек. Кишмиш. Знаете сколько? Вот на каждые 2 кубика моркови должна приходиться 1 ягодка изюма. Горлышко у шкуры зашили. Просто взяли нитку и зашили. А вот внутри шкуру непременно надо посолить. И вот этот весь плов, все то, чем мы будем начинять курицу, сейчас необходимо перемешать. Берем плов и фаршируем курицу. Слишком туго курицу набивать не надо. Ведь сейчас, когда она будет запекаться, шкура хочешь не хочешь будет сжиматься. Если будет слишком туго, то шкура просто-напросто лопнет. Вкусно-то будет точно так же, но не будет красиво. Ведь хороший повар должен быть еще и художником, еще и немножко хирургом. Берем ниточку, берем иголочку и зашиваем. Ну вот так и все. Смажем нашу красавицу сливочным маслом, для того, чтобы она заблестела, зарумянилась. Хорошо? Да лучше не бывает. Понесли в духовку. Ровно час простоял Бокюс плов в духовке при температуре 160 градусов. Посмотрите, может быть, кому-то хочется приготовить курицу порумянее, тогда время нужно увеличить. Может быть, час 15, может быть, час 30. Но надо осторожно, чтобы курица ни в коем случае не лопнула. И вот то, что шкура сейчас хрустящая, это так рис работает. Я его не случайно немножечко не доварил, для того, чтобы он мог напиться еще какой-то влаги именно из шкуры. Ну, с Богом! Попытаемся переложить, не знаю, как назвать, плов ли, курица ли, на блюдо. Ну-ка, посмотрите, красиво? Вне всякого сомнения красиво. Но есть я сегодня буду не с этого блюда. Впервые за несколько лет я достал ту тарелку, которую мне подарил на прощание Поль Бокюс. А вам я хочу пожелать того же жизнелюбия, которым обладал Поль Бокюс, того же долголетия, тех же успехов в труде, которые сопутствовали ему. И, конечно же, приятного аппетита!
конкурсе на лучший комментарий под видеороликом «Японский рис, морепродукты и рыба» победил Серикджан Интанов. Серикджан узнает, насколько разнообразным может быть плов. Те, кто считают, что сегодня был приготовлен совсем не плов, могут посмотреть на самый настоящий плов вот здесь, на самый настоящий плов вот здесь и также вот здесь. И не забудьте подписаться, кликнув вот на эту икону. Всего хорошего, до встречи.